Всем привет! Сегодня мы разберем с вами 4 асаны, которые являются обязательной частью моей разминки и неотъемлемой составляющей каждой практики. Это базовые асаны, такие как собака мордой вниз, планка, чатуранга и собака мордой вверх. Давайте начнем с собаки мордой вниз. Собаку мордой вниз мы отстраиваем из кошки, где ладони стоят под плечами, колени под бедрами. Отсюда поднимаем колени, хорошо толкаемся от рук и тянемся тазом назад и вверх. Здесь, если пока чувствуете сильное вытяжение в подколенных, можно колени согнуть, также сильно толкнуться от рук и уложить живот на бедра, почувствовать вытяжение в плечах. Лопатки слегка разводим наружу, чтобы у нас плечи не зажимали шею. Голова свободно двигается. Шею не расслабляем полностью и сильно не напрягаем. У нас уши примерно между рук. Здесь можно сначала поразминаться, попереступать с пятки на носок и со временем стремиться к тому, чтобы 2 пятки у нас встали, но при этом плечи не вышли вперед. То есть руками всегда сильно толкаемся. Пальцы рук активные. Следующее положение – это планка. И в планку я всегда предлагаю двигаться через хорошее скругление спины, потому что хорошее сильное скругление спины – это наша база в силовых элементах, в балансах на руках, в стойках и так далее. Посмотрите, обратите внимание на то, как сейчас я выталкиваю сильно лопатки вверх. То есть я не стою вот в такой планке общепринятой, да, я выталкиваю постоянно лопатки вверх. Но нужно не путать лопатки с тазом. Очень часто, когда говорю выталкиваемся вверх, люди делают вот так, и что-то у нас получается между планкой и собакой, что-то среднее. Нам нужно плечи накатить хорошо вперед, почувствовать вес в руках, подкрутить таз, напрячь ягодицы, напрячь ноги, и хорошо вытолкнуть лопатки вверх, скруглить спину. Ощущаем себя в планке, вдох-выдох. И обратно собака мордой вниз. После такой планки собака мордой вниз уже кажется хорошим отдыхом. Еще раз, планка, накатились, вдох. Собака мордой вниз, выдох. Угу. Следующее положение, которое мы с вами разберем, это чатуранга. Чатуранга для начинающих является хорошей базой для укрепления мышц рук, плеч и спины, а для продолжающих это уже основа всех нижних балансов. Поэтому чатурангу лично я считаю королевой всех асан. Это то, что нам даст фундамент для дальнейшего развития. Поэтому чатурангу будем разбирать особенно подробно. И нам важно не столько удержание самой формы чатуранги, сколько движение. Но мы будем наблюдать, как мы заходим в чатурангу, как мы из нее поднимаемся, отжимаемся, что происходит в этот момент с нашими мышцами рук и мышцами кора. Поехали. Планка. Для начинающих это всегда работа с колен. Сначала опустили колени, но чтобы, когда вы опустили колени, вы не превратились в кошку, да? Вы стояли в планке, остались в планке. То есть планка, колени опустили, а таз подкручен. И локти сгибаем так, чтобы они смотрели ровно назад, плечи шли в параллель с полом. Нижняя точка у вас здесь будет чатуранга. Очень частая ошибка в чатуранге я вижу у начинающих и у некоторых продолжающих тоже практиков, что вы нашли какую-то точку, в которой вы можете удерживать чатурангу и летите в нее. То есть планка, я говорю чатуранга, и происходит вот это. И здесь человек себя поймал. Ну, вроде претензий нет, да, он держит себя в балансе. Но вот этот пролет, это была слепая зона по мышцам. Нам важно именно движение, нам важно то, как мы опускаемся, контролировать каждый миллиметр своего движения. Потому что именно из этого плавного контролируемого опускания мы в дальнейшем сможем сделать отжимание, да, то есть такой же плавный контролируемый подъем. Если вы пока чувствуете, что мышц на удержание чатуранги вам не хватает, во-первых, опускайте колени, не стесняйтесь опускать колени, даже если вы продолжающий практик, но если у вас этот паттерн пролететь, куда-то упасть в чатурангу, лучше вернуться к чатуранге с колен, но сделать хорошую ровную линию, ровное медленное опускание, потому что вот в этом пролете у вас всегда таз остается наверху, вы плечами падаете вниз, таз остается наверху, поэтому пролет мы убираем и лучше отстроили планку, опустили колени и медленно, плавно тянемся и смотрим, наблюдаем за каждым сантиметром движения. Как только у вас есть
контролируемое движение вниз, у вас появится контролируемое движение вверх. То же самое без колен. Не летим вниз. Еще момент, таз. Бывает такое, то, что человек вроде хорошо опускается медленно, но опускается вот так. Оп. И попа как маяк наверху, такой поплавочек. Вот этот поплавочек мы убираем. Нам нужно, чтобы таз опускался вместе с кором. Для этого таз надо подкрутить, ягодицы напрячь и не допускать вот этого сгибания в тазобедренных, когда мы опускаемся. Еще разочек. Подкрутили, вытолкнули и пошли плечами вперед. Вперед плечами, сгибаются локти. И назад. Либо вперед и в собаку мордой вверх. Вариант попроще. Из чатуранги мы всегда идем в собаку мордой вверх. Сейчас этот момент тоже разберем. Соответственно, из чатуранги у нас два пути. В собаку мордой вверх и в планку. В собаку мордой вверх я предлагаю идти начинающим, кому пока тяжело дается вот этот сам момент опускания и фиксации чатуранги. Как только этот момент проработан, да, мы уже добавляем отжимания. Итак, сейчас мы рассмотрим, как выглядит переход из чатуранги в собаку мордой вверх. Тоже здесь обратите внимание на ключевое движение. Из чатуранги мы с вами будем двигаться вперед, толкаясь и руками, и ногами, так, чтобы грудная клетка вышла за пределы рук. Если вы из чатуранги в собаку мордой вверх будете двигаться ровно вверх, у вас будет недособака. Видите, грудная клетка не вышла вперед, то есть у меня нету движения по проталкиванию себя, по переносу веса. Плечи остались чуть сзади, и форма уже некорректная. За счет этой некорректной формы идет больше нагрузка на поясницу. Поэтому из чатуранги мы ползем вперед, напрягаем ягодицы, раскрываем грудную клетку, опускаем плечи вниз, слегка проворачивая их назад, сводим лопатки между лопатками, как будто монетку зажимаем, и тогда у нас получается хорошая собака мордой вверх. Не надо воспринимать собаку мордой вверх буквально и запрокидывать голову, да, вот так вот. Шея изначально у нас гнется на максимум. Мы тут ничего себе не растянем, ничего не добавим. Нам не нужно ее каждый раз туда гнуть. За макушкой вверх вытянитесь, это позволит еще лучше опустить плечи, и у вас будет красивая форма. Давайте посмотрим. Раз, вперед и вверх. И за макушкой вверх, не за лбом. Да, вы здесь даже говорить нормально не сможете и дышать. За макушкой раскрыли грудную клетку. Дышим. Ягодицы напряжены. Между лопатками узко-узко, прям монетку зажимаем невидимо. И в собаку мордой вниз через скругление. Сначала вверх. Нам нужно компенсироваться после прогиба. Потому что тоже часто распространенное, я думаю, вы видели вот это, вы стояли в собаке мордой вверх и пошли за попой вот так вот красиво в собаку мордой вниз. Оно, в принципе, хорошо, но здесь нет компенсации, потому что собака мордой вверх – это достаточно активный прогиб. Скомпенсируйте его сразу, научите свои мышцы выходить из крайнего положения, да, где лопатки сведены в крайнее положение, где лопатки разведены в стороны, и будет у вас сразу и компенсация, и одновременно хорошая проработка мышц. Собираем все 4 асаны, собака мордой вниз. Смотрите пока что, потом делайте. Собака мордой вниз. Копчиком вверх потянулись хорошенечко. Пятки стараются встать на коврик. Круглая спина, накат, планка. Да, возможно, там, если чуть-чуть надо подвинуться, двигайтесь стопами назад. Планка, выдох, чатуранга. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Круглая спина и собака. То же самое, только с отжиманием, да, для продолжающих, с усложнением. Планка, вдох. Чатуранга, выдох. Собака мордой вверх, вдох. Отсюда убираем прогиб. Чатуранга, выдох. Отжимаемся в планку на круглую спину. И собака мордой вниз, выдох.
И архиважный момент, который делает чатурангу супер базовый, супер фундаментальный асаны не только для начинающих, но и для продолжающих, это то, что чатуранга является основой всех наших нижних балансов. А хорошее отжимание, вот то, что я показала со скруглением спины, является основой всех переходов в нижних балансах. Если вы хотите освоить переход из аштавакрасаны в каундинясану, из бакасаны в аштавакрасану, из паршвабакасаны в каундинясану и так далее, да, этих переходов много, из бакасаны в стипхасану, то вам нужно активное скругление спины из отжимания. То есть вам нужно движение, по сути, вот это, вот отсюда, вот сюда и обратно, только, естественно, под своим весом, много-много раз. И тогда считайте, что если у вас эти отжимания есть, чуть-чуть гибкости, чуть-чуть понимания работы мышц, и у вас будут все эти переходы в нижних балансах. Так что отжимаемся, работаем с планками, с чатурангами на ежедневной основе, и это вам принесет очень хороший, очень быстрый прогресс.